У входа в музей мы видим уникальные одна, вторая, третья, четвертая и пятая пробки от лицевой стенки дольмена, отверстия которыми закрывались вот такими интереснейшими находками. Называются пробки от дольменов. На одной из пробок мы видим конусную втулку с мощнейшим умбоном, сантиметров, наверное, 40. Значит, стенка дольмена будет никак не меньше 40 сантиметров в ширине, ну или в толщине. И она закрывалась, видимо, клином, чик, и села в эту уникальную дольменную культуру сооружения. Здесь мы видим не больше 7 сантиметров фаску или край пробки. Значит, вертикально стоящую стенку мы ее не поставим. Мы ее должны были положить под каким-то определенным углом, а только потом положить пробку в отверстие. Для чего, кем, когда и как, у меня ответа нет. Меня поражают эти уникальные мегалитические, скажем, уникальные мегалитические или циклопической кладки домики, ответа на которых у нас просто нет. Владимир, обычно в Краснодар все едут за дольменами, до Адыгеи как-то почему-то не доезжают. Но ведь здесь на территории Адыгеи тоже огромное количество разноплановых дольменов. Огромное количество разной конфигурации, разной величины, даже маленькие. Вот такие назывался Испун, дом карликов. Мы находимся в гостиной уникального града Беловодья, где можем наблюдать аутентичные. Вы думаете, это комод? Нет, это старинный сундук с имитацией, скажем, выдвижных ящичков. Функциональный только нижний. Обратите внимание на этот комод, вот с такой росписью на лицевой стене, скажем. Извиняюсь, это не комод, это сундук. Это сундук. И точно такой же Да, открывается. Настоящий большой сундук. А с виду действительно похоже на комод. да, с имитацией полочек или ящичков. Вот здесь могут наши гости пить чай, разогревать какие-нибудь блюда свои. Есть большой холодильник, ну, в номерах тоже холодильник, общий большой холодильник. Мне кажется, здесь тихо, спокойно, уютно, где мы можем действительно наслаждаться вот этой прихожкой. Пойдемте в номер. Очень интересные номера. Это буты. Буты это старые винные, огромные пятикубовые чаны для вина. Дубовые, обратите внимание, как когда-то, более 100 лет назад, гнули это все. Полусфера. Это были ребра на бутах. Им больше 100 лет. Каждый, конечно, несет в себе свою энергетику положительную здесь. Очень приятно, спокойно находиться в этом номере. Ванная комната В виде огромной бочки. в виде огромной полубочки. Угу. Все скромненько, но все есть. Вода, нагреватель, душ. И, конечно же, балкон. Где мы можем наблюдать через деревья мамку. Ее зовут Даша. И у нее 4 лебеденка плавают. Да, лебеди там плавают. Даша, 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 Даша. Голь, 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 голь. Голову подняла, но не видит откуда. И сказочная беседка на острове со сказочным... Там сидит Катя. Если вы видите, Да, там Катя, тоже у нее лебедь. тоже там яйца, это лебедиха.
Мгм. Это Даша, это Катя. А, то есть она еще накладочки сидит. Накладочки сидит, но мы ее закрываем, чтобы они друг другу Мгм. не мешали. Утром она поплавала, покормили, и она Какая садится на прелесть. То есть у яйца. нее там просто вот на острове своя зона. Свое гнездо. Прелесть какая. У Даши было гнездо вот тут под вот таким вот шатром, а у нее там. Точно такой же номер, скажу, конгруентный относительно коридора. Только здесь выход на балкон. Ох, какой тут вид. Тут обалденный вид нашего дворика. Красота какая. И балконы фактически совмещенные. Можно сидеть и с соседями общаться. Ну, мы стараемся как бы изолировать друг от друга, потому Мгм. что всякая бывает компания. Раньше у нас двери были в проходах, потом я убрал. Еще и винный погребок у вас я вижу, но это мы отдельно. Да, винный погребок обалденный. Двор сказок прямо. Попадаешь в век, наверное, в 14 Обратите внимание на избушку в лесу. Наверху, да. В ней живет бабка Ёшка. Он там на качельках качается, сидит. Да. И в домике ее подружка. Какая прелесть. Да. Меня вот заинтересовали вот эти следы рук. на Это я дереве. сделал. Навеки вечные свои руки. Это мои руки, когда мы доделывали дверь. Мгм. Очень интересное решение. Да. Ну, такая же ванная комната, как Мгм. там. Телевизор, кондиционер, это все присутствует. Даже табуреточки в стиль. Да. Пошли двухместный покажу. И семиместный, интересный. Такой же двухместный номер. А, тут с раздельными кроватками. Там с раздельными кроватями. То есть, кому надо, вот, пожалуйста, с раздельными кроватками. Двухместный с одной кроватью. Обратите внимание, уникальный подарок нам. Время не остановить. Очень интересная картина. Тоже выход на озеро и туалетная комната. А здесь как-то даже поуютней. Вот это все сделано. Еще крестик запись. И вон там лебедушка вышла уже с птенчиками на берег. Это символы. Это весы. Угу. Вот так сверху-то хорошо видно, да. Да ничего страшного. Красота. Пойдемте дальше. Пойдемте дальше. Чудеса ваши рассматривать. Очень стильно сделано на самом деле. Очень интересный вот этот шкаф. Старинный? или- Старинный, очень старинный, который иногда издает свои звуки. То есть он живой. То есть это комната с привидением. Может быть, он открыться может вот так. Но мы здесь храним белье и одежду. Мгм. Вещи с историей. Очень интересный вот такой большой номер. Он прям, это семейный считается или... Да, семейный. И люди, заселяясь сюда, первый вопрос, который задают: а где туалетная комната, где ванная комната? В Зазеркалье. Совершенно верно. И уже попадаем в современный мир Зазеркала. Да. Не, ну так и получается, потому что здесь вот прям
век 18 там, ну, где-то 18 а здесь уже современный. Ну, вот такой интересный шкаф, которому мы нашли тоже применение, и он у нас живет. Вот такой шкаф интересный. Кондиционеры в каждом номере, так что у нас здесь летом не жарко. Очень интересный, в рабочем состоянии, идеальный, новый советский холодильник. Очень интересные ступеньки, Коля. Угу. Мы можем вот попасть через вот такие проходы, вот в эти номера. О, как интересно. Какое интересное решение. Ну, держим предположительно все в одном стиле. Угу. Обрати внимание, какая уникальная гобеленовая картина. Да. Вышитая, прям гобелен. Это со старых ковров. Это со прелесть. старых ковров. Вот так вот раньше в замках было. Да. Мало кто знает, зачем, кстати, гобелены в замках раньше вешали на стены. Я не знаю для чего. Тепло, сквозняков меньше. Ну да, стиль примерно один. Но где-то чуть подревнее, а Пойдем где-то дальше. чуть посовременнее. Но вот эти вот решения двухъярусной кровати. Сверху очень шикарно смотреть телевизор будет. Завалиться. Нет, детки любят. Ну, деткам-то да. И гобелены из ковров вот. И везде выход на свой маленький балкончик. Да. Где можно чаек попить, Да. посидеть, пообщаться, полюбоваться. Ну, а здесь мы выдержали совсем такой другой стиль. Дверь такая мощная, прям замок-замок. В принципе, на любой вкус номера. Это уже такой классический, европейский. Да. Да. А, Владимир, сколько всего номеров? 10. 10. 10 на 2, то есть в среднем как минимум на 30 человек с Да. учетом... Да. Двухместных. Угу. А это, я так понимаю, еще и диван-кровать, которую можно... Раскладают, с необходимости, с детками приезжают. И И можно малышей тут Да. разместить. И везде балкончики. очень интересный подарок нам, вот такая вот картина. Угу. Одна девочка маленькая писала, но вот оно здесь стильно вписалось. Девочка писала. Шикарно. Да. Так, аутентично, скромненько, никаких лишних излишеств. А комплекс, получается, по кругу идет, небольшим лабиринтом таким. Лабиринтом, да. Угу. Что я и думал поначалу. Красота. О, и маленькая кухонка. Маленькая кухонька. А, вот это вот, да, здорово. Маленькая кухонка, то есть и помыть, и самому приготовить. Да, да. Вот это очень ценно. Да. Да. Микроволновка, подогрел, покушал, перекусил. Все. И отдельный свой предбанничек. Да. Друзья приехали, посидели, пообщались. Да. Ох, какие тут Интереснейшие. существа живут. Интересные находки. И опять же у нас... И мы сейчас спустимся во дворик. Тут у нас во двор вот как раз спуск. Да. То есть из двора можно Очень подняться, интересный, можно да. обойти по галерее. Да. Пожалуйста, наша гостья. О, Вернее, хозяйка. хрю-хрю идет. Бузя. Бузя, да. Бузя. Радуется. А это Елена Николаевна. Такой паровозик. Бузя. Бузя. Видишь, какая добродушная морда. Ага. Бузя, Бузя.
Бузя. Фактически еще и контактный зоопарк. Да. Номер на большую семью. У нас очень часто приезжают муж, жена, у него 6 детей. Вот так вот. И они вот здесь вот так хорошо О. располагаются. Прохладненько, уютненько. Деточек сюда. И вот так Ой, вот. так тут прям общежитная община. Общежитная община, правильно вы сказали, да. Ой, как хорошо. Отдельно можно папу с мамой, отдельно детишек, и тут Да. все придумать. Ой, какая прелесть. Проходи, смотри. Рассказывай, у меня микрофон. Э, Стой. Так, что за камень это? Камень поклонов. Это вы откуда-то его привезли? К сожалению, он был найден здесь, когда Ага. здесь когда-то ничего здесь не было. Здесь было болото. Знаешь, И вот в болоте Он очень на краю напоминает вот эти вот... бабу. Бабу, каменные бабы. Каменную как будто бабу, Ну, у него вон лик-то какой-то есть да, вроде бы, да? да, лик есть, вечером виден. Угу. Да. Сакральный камень, в общем, у вас. Сакральный камень, да, да. Который знает свои Может быть, истории. даже менгир, вы понимаете? Может быть, да. И знающие люди могут у него, может быть, чего-нибудь и узнать. Да. Зажгу везде. Очень интересная, очень такая своеобразная баня. Проходи. Ух, с банкетным залом. Вот такая интересная комната отдыха, очень интересная. Здесь мы тоже прослеживаем балки от винных бочек. Вот такой стиль. Хороший погребок. Это не погребок, это баня. Ну, как погребок. Да. Очень интересная парная. Очень интересная Вот парная. такая большая-то. Вот такая парная. На 4 хватит, на 5. Ой, да тут и шестером можно. Да. Да. Беседочки, не беседочки, но люди здесь любят сидеть вечерами. Мы ставим свечки и так интересно. В плюще плющ специально не обрезаю. Европа тоже не режет плющ. В комнате чудес вы были вчера? Покажи вход в комнату чудес. Сейчас я поправлю мельницу. Вот такая мельничка. Очень интересная. Сказочные домики. Домики такие, да. Хранитель музея пришел как раз. Присаживайся. Все, винный погреб. Пойдемте. Женя, телек выключи, принимай гостей. Включаем? Конечно. Ну, я просто музыку так Не, Коля говорит, не надо ничего. Проходите. Даже, может быть, задегустировать нам. А? А кто будет? Лена будет, Марина будет. Ты за рулем. Без проблем. Че, ё-моё. Ну, проходи, моя золотая. Безалкогольный. Заходите. Добро пожаловать в наш винный погребок, где можно отведать Специально держали полуарками
опорные точки полуарками. Срезу дерева больше 140 лет. Ну вот, какие деревья росли? Да, это дуб. Это 140? 140 витков. Ну, если... То есть, если он бы еще порос, он бы раза в два был, наверное, Да. шире. Да. Столы, обрати внимание, из чего? И из остов от швейных машинок. Да. Зингера.